И всем привет, дорогие друзья! В этом видео хочу вам рассказать, как делать стрим сразу на несколько платформ с одного устройства. Так как в наше время сейчас программа Restream у нас уже, кирдыкнулась. Сейчас покажу. То есть заходим в Restream, через которое можно было рестримить. Но у нас вот такое вот окно выскакивает. Хорошо это или плохо, ну, я не знаю. Так, в общем, поэтому есть другой выход, более интересный. И не нужно никакие сайты, никакие манипуляции сомнительные. Все, в общем-то, круто работает. Вот. Для этого все ссылочки будут приложены. Берите, качайте, кому надо. Так, ладно. Теперь перейдем к самому интересному. В общем, имеется такой интересный плагин для OBS. Называется OBS Multi, там, что-то как-то там. Ссылочку на это все я приложу. И ссылочку отдельно приложу чисто на вот этот вот архивчик. То есть берем его, вот этот верхний архив качаем, либо по отдельной ссылке, вот я приложу ее, скачиваем, Дальше. Распаковываем архив, у нас появляются вот такие два файла. Мы их берем, просто копируем, заходим, где у нас OBS находится, и просто сюда вставляем. То есть у нас вот эти две папки, они туда добавляются эти файлы. Вот. После того, как вы это все добавили в OBS, можете его запустить. Сейчас покажу. То есть вот он. Наш OBS, у нас появляется вот такое вот окно. Множественный вывод. Он отдельно будет висеть у вас вот так вот. Но я его прилепил вот сюда. Мне так удобнее будет. Так. OBS у вас настроен, все классно, все круто. В OBS вы воткнули основной ключ, там, грубо говоря, YouTube. Вам нужно еще куда-то там простримить. К примеру, на Trovo или на Zen. Да вообще без разницы куда. Заходим в множественный вывод. Нажимаем кнопочку «Добавить новый вывод». Обзываем его, как там нужно. Там, не знаю, Trovo, к примеру. Ставим сюда. Сюда мы вставляем сервер Trovo. Сейчас покажу. Он есть тут. Я уже показывал в предыдущих видео, как что куда вставлять. Вот. Открываем нашу творческую студию. Вот, копируем ссылку. Вставляем сюда. Ну, а сюда мы копируем ключ. Копируем его и вставляем его сюда. Я его сейчас копировать не буду, потому что он здесь не скрывается, он будет здесь показываться. Вот. Все здесь оставляем по умолчанию. Имя не надо, пароль не надо. Кодировщики оставляем взять с OBS. Все, больше здесь абсолютно ничего не надо. Все, нажимаем ОК. Далее. После того, как вы запустили свой основной стрим, к примеру, то, что у вас здесь в настройках, ну, к примеру, на YouTube, просто запустить трансляцию. После того, как трансляция уже началась, нажимаем старт. И у вас пошла трансляция, то, что вы прописывали в множественный вывод. Вот. И у вас будет идти таким вот образом две трансляции на две платформы. После того, как вы захотите все это дело остановить, ну, все делаем в обратной последовательности. То есть здесь будет кнопочка стоп, нажимаем стоп сначала на эту трансляцию, и потом нажимаем остановить трансляцию основную. Вот. И вот таким вот образом теперь вы знаете, как стримить сразу на две платформы. Все делается легко и просто.
все можно стримить даже на не особо сильном компе, грубо говоря, на слабеньком. Потому что OBS берет настройки из OBS, то есть множественный вывод будет все у вас из одних настроек. Да, кстати, для Трова эти настройки рекомендуемый вывод битрейт ставить нужно не более 10 тысяч, больше смысла нет. Да и для YouTube тоже, как показывает практика. То есть, грубо говоря, от своего компа, от его характеристик и до 10 тысяч. Это вполне достаточно. Ну вот и все, ребят. Всем спасибо за внимание, всем удачи и пока.